Всем привет, мои любимые кулинары! Сегодня я хочу для вас приготовить очень необычный рецепт огурцов на зиму. Этот рецепт мне дала моя подписчица Валентина65, за что ей огромное спасибо. Говорит, что рецепт просто прекрасный, а ей я доверяю на все 100%. Итак, как видите, здесь у нас очень много зелени, и укроп, и петрушка, и листья хрена. Также нам понадобятся, естественно, огурцы, лук и морковь. Ну и еще другие ингредиенты, которые вам покажу. Теперь приступаем к заполнению нашей банки. Банку я, как всегда, помыл с содой. Она у меня очень чистая. Теперь сюда добавляем лист хрена, добавляем пучок петрушки. Петрушки у меня здесь пучок ровно 20 грамм, если кому-то это надо будет. И также добавляю укроп, тоже 20 грамм у меня вышло. Не забываем всю зелень, естественно, перед тем, как добавить в банку, промыть под проточной водой. Теперь я добавляю сюда лук, нарезанный кружочками, ровно 80 грамм. Теперь добавляю нарезанный чеснок, ровно 5 зубчиков. И добавляю сюда морковь, нарезанную кружочками, ровно 50 грамм. Теперь начинаем заполнять нашу банку огурцами. Прежде чем закидывать огурец в банку, я отрезаю ту часть огурца, где у нас была расположена плодоножка. И вот таким вот образом я заполню всю банку огурцами до самого верха. Банки я заполнил до самого верха, снимаем крышки. Я, как всегда, забыл добавить острый перец, ничего страшного, добавим его сейчас. Вода у меня уже закипела, и теперь можно заливать первый раз банки до самого верха кипятком. Это делается для того, чтобы огурцы у нас прогрелись, и тем самым мы проводим обеззараживание всего, что мы сюда добавили. Заполняем банки кипятком до самого верха, накрываем крышками и выдерживаем 10-15 минут. Более не стоит, так как вода все равно уже остынет и никакого обеззараживания не производит с нашими огурцами. Прошло у меня ровно 10 минут, теперь снимаем крышку, одеваем вот такую специальную капроновую крышку для слива воды, что очень удобно, всем рекомендую. И теперь обратите внимание, банку я беру голыми руками, то есть вода уже остыла и смысла держать огурцы в такой воде уже нет. Теперь сливаем воду в кастрюлю и воду эту отправляем обратно на плиту и доводим до кипения. А тем временем я покажу, чем мы займемся. Пока вода у нас закипает, мы добавим в банку специи. Кто-то любит добавлять специи в рассол. Я делаю это вот таким вот образом. То есть все специи я добавляю сразу напрямую в банку. Значит, я добавил 3 гвоздики на 3-литровую банку, 3 душистого перца горошком, 10-15 штук перца горошком черного. И теперь сюда добавляем соль. Соли добавляем 3 столовые ложки без верха. Соль, естественно, берем ту, которая предназначена для консервации. Ни в коем случае не используйте ту соль, которая йодированная для еды. Из-за нее могут взорваться ваши банки. Теперь вот так вот я немножко потряс, и теперь добавляем сюда сахар. Сахара я добавляю на этот рецепт ровно 200 грамм на 3-литровую банку. Или же этот рецепт воспринимайте как на 1,5 литра рассола. Вода у меня закипела уже второй раз, и теперь начинаем кипятком заполнять наши банки, но не полностью, а до плечиков. Если у кого-то нет весов или граненого стакана, то сахара нам потребуется 15 столовых ложек без верха. Это как рекомендация. И теперь, когда я воду добавил до плечиков кипятка, теперь начинаем сюда добавлять уксус. Уксуса я здесь использую 200 мл 9%. После того, как добавили уксус, доливаем кипятком банки до самого верха и накрываем крышками. Теперь берем ключ для консервации и начинаем закатывать наши огурцы на зиму по-белорусски. Не забываем после этого перевернуть банки на крышки и укутать на 3-4 часа. И потом обязательно раскройте их. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.